потому что это достаточно дорого, трудоемко и время затратно. На здание, за которым я ухаживаю, ну это сразу видно. А он спрятан? А я не знаю, его просто там нет. Всем привет, мои дорогие инвесторы! Сегодня у нас будет обзор двух объектов от Альянс. Первый – это Альянс Palace, в том, который я сейчас живу, и второй – это Альянс Privilege, который еще строится. В Альянс Palace осталась только одна доступная квартира из студий. То есть я ориентируюсь именно на небольшие площади, потому что у них доходность выше, и, соответственно, ищу именно студии. Ну что, давайте посмотрим. То есть расскажите, пожалуйста, вот здесь, чем отличается отопление здесь и в ваших двух вторых проектах? В Privilege отопление такого же типа, сплит-система. Установка кондиционирования, она спрятана будет вот на специальный будет отсек на балконе, поэтому его не будет видно вот как здесь, в паласе. А его даже не заметила. А где он? Да. Потому что на том балконе, где я, там такого нету. А он спрятан? А я не знаю, его просто там нет. Двадцать 28 номер, 35,35 квадратов. Угу. Так. Ага. А вот эти вот провода, это что? Это Эсравис. Электрик, ага. Это электрик. Электрик, ага. Так. Это у нас 29-й этаж. 29 этаж. 29. И техническое его название АП-2. АП-2. Апартаменты номер 28. Вид на старый город. А почему у некоторых квартир обычный этаж, а у некоторых необычный название? У этого этажа конкретно есть у нас АП-1 и АП-2. Это техническое название. Не знаю, так вот назвали, так получилось. Так, значит, что у нас получается? А вот там вот что-то планируется строить? Вот между Хилтонами? Площадка здесь, она как бы в частной собственности находится уже очень долго, прям больше 10 лет. Что-то, будет ли там что-то строиться, пока неизвестно, потому что никакого проекта мы его не вносили. Сколько лет существует вообще Альянс? Как компания, она основана в 2005 году. Вот, ну так, наши, скажем так, отцы-основатели уже в этом бизнесе очень долгое время, больше 30 лет на рынке. То есть с 2005 года как раз компания сосредоточилась именно на апарт-отелях, апартаментах гостиничного типа, в сотрудничестве с мировыми брендами, в том числе мировыми управляющими компаниями. А что до этого строил Альянс? В основном мы сосредоточены на частных многоквартирных жилых домах. Да, и раньше эта компания у нас тоже была частью. Понятно. В Батуми у вас 3 объекта. А сколько вообще по Грузии? В Батуми у нас 3 объекта, в Тбилиси 1. Есть еще один завершенный проект на высокогорном курорте Годердзи.
Он уже реализован полностью. И полностью продан, в смысле, да? Понятно. Хорошо, в Ну, 5. конечно, планы компании грандиозные, это только начало. А вы в Батуми еще что-то будете строить? Ну, разумеется, да, просто Да? сейчас Центрополис, он как бы флагманский Очень большой. проект. Да, он очень большой, поэтому сейчас все силы сосредоточены как раз на завершении Привиджа и на Центрополисе. Окей, хорошо. Значит, у нас, который Альянс Пелес, он завершен в 2 года назад или 3? Второй сезон, как он работает, да. Второй сезон. То есть То в есть- 19 году завершен? В 19. Хорошо. Этот у нас в конце 22 Нет, года? 20 и 21. 20 и 21. Этот в конце 22 Да. завершается, и Центрополис уже в 25 году. Так, значит... Буквально на всех этажах, даже вот видно, мы сейчас с вами на 29 этаже, Да. и внизу уже практически уже со второго этажа лестницы, гранитные лестницы уже сделаны. Тут только перила осталось, они и до конца уже прям. И стены тут уже практически сделаны. Готовые, да? Да. Ага, хорошо. Поэтому да, идем семимильными шагами. Молодцы. Хорошо. Стереотипы так действуют, задние апартаменты, а привык плохой вид. Тут такого нету. Ну тут еще озеро, как бы. Да. И прямо вот на парк вид. Да. Согласна. Очень красиво, поэтому даже в задних апартаментах даже преимущество есть в этом плане. Ага. Ну да, локация у Привиледжа, конечно, огонь. Конечно, еще и панорамная стена добавляется, очень светлая, солнечная и при этом не жаркая, потому Да. что окна все низкоэмиссионные, они не пропускают солнечные лучи, жару, холод. То вы постарались. Да. Да, вообще огонь. Эти технологии, которые используются Да. в строительстве наших объектов, они, конечно, стоят очень дорого, Мгм. дорогостоящие достаточно, и не каждый, даже не одна, я бы даже сказала, не может, ни одна другая компания технологии себе позволить не может. Мгм. Хорошо, получается, вот межквартирные и межкомнатные стены, они из чего сделаны? Они гипсокартон, причем гипсокартон 5 слоев с двойной изоляцией по обе стороны. То есть изоляция шумоизоляция, звукоизоляция и влагоизоляция. Обычно используют 3-4 слоя гипсокартона. Да. Мы используем 5 слоев. Ага, так. Для вот, будьте аккуратны. Да, хорошо. Хочу пирог посмотреть. Так, вот, значит, у нас 2 одинаковых пирога, да, между собой соединенные. Да, такая сэндвич-система. Ага, окей. Ну, выглядит толстый. Во сколько у них получается? Отсюда здесь посмотреть. Ага. То есть 5 слоев гипсокартона, и еще они дополнительно с двух сторон стены изолируются. Там, то есть 3 слоя изоляции. Звукоизоляция, теплоизоляция и влагоизоляция. Хорошо, вот потому что вот почти я вот за это время, пока я тут последний Да. там, я прожила по разным очень новостройкам. Да. И могу сказать, что вот в Паласе мне понравилось то, что дом теплый. А сколько этажей будет Центрополис? 45, 50, 45. 50 это который посередине, правильно? 50 это посередине. И плюс у нас внизу стилобат, так называемый, где его высота от земли 30 метров. Это как бы 10 этажей сверху. Поэтому, а потом уже только начинается отсчет апартаментов. Поэтому 45 плюс 10 этажей сверху. Чтобы так примерно представить, как он будет выглядеть у Контри-Ярд. Контри-Ярд сколько этажей? 44. 44, значит, Да. он будет как бы повыше и поближе. Он выше Привиледжа, если вот как да? сказать. Он выше. Здесь 54, а там вы считаете 55, самая высокая башня, и еще 10 этажей. 65. То есть, в принципе, он Магнолию полностью закрывает, правильно? Полностью. Даже третий уровень третьего этажа в Центрополисе, третьего я имею в виду третьего с апартаментами, Да. это как бы 13 этаж, это уже как бы на крышу Магнолии смотрит. А как вы думаете, вот здесь, вот на вот этом вот кусочке Да. что-то построят? Уже есть какие-то Там планы? маленький кусочек земли, на самом деле, что-то высотное, даже вот с другой стороны, что-то огромное, высокое построить нельзя, плюс в Батуми действует ограничение на постройку высоких зданий уже. Вот, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что здесь построят что-то выше там 20 даже. А скольки? Даже если что-то построить. 20. 20 Да. Даже если что-то понятно. построить. Ну тогда, в принципе, и у этой квартиры, и у той защищен как бы вид, да? Да. Вот посмотрите, никто не строит так на первой береговой линии, кроме Альянса. Ну, это недорого. Да. У вас там сваи какие-то внизу, да? Да, 1500 свай.
по делу идет. У этого здания или У Центрополиса. Ага. У этого 180, кажется. Ну, в общем, там 500 свай на одну башню, так сказать. Ага, понятно. 500 всего. А на какую глубину, вот, допустим, вот здесь, тут Здесь берег? до 180 Метров? Понятно. Самое глубокое Да. 80 метров. Ну, классно, хорошо. Так. Наши строители называют их Титаником. Почему? Потому что А. Давида. Да. Вот. Тут один фонтан, и два по бокам. А нет, конкретно на этом этаже другая немного планировка. Тут до конца это номер 1. Соседний это номер 2. На других этажах тут помещается 3 номера. То есть по бокам такой буквой Г апартаменты и центральная. Ага. Такой прямоугольной формы. Здесь у всех апартаментов панорамная стена. То есть здесь, например, будет спальня. В спальне будет панорамная стена, здесь выход на балкон отсюда. То есть в Это спальне... ключевая комната. Окей, понятно, хорошо. Ой, ну самый бомбический, конечно, вид из фронтальных квартир. Они, конечно, стоят соответствующие, но это эксклюзив, ребят, поэтому они стоят этих денег, что застройщик за них запрашивает, на мой взгляд, да, потому что, ну вот где такое еще увидишь? Просто космос. Ай. Я вот люблю именно вид в никуда, назовем это так, но для меня это вид в бесконечность. Когда я первый раз увидела в прошлом году этот вид, ой, господи, мне кажется, у меня просто ноги подкашивались. Сейчас, конечно, тут уже остекление, да. Но сейчас, секундочку. Когда нет остекления, когда вы будете стоять на балконе, сейчас не закрыты, ну просто вы будете чувствовать себя как в космосе птицей. Господи. Да, Альянс, конечно, молодцы. Мне нравится то, что они так трепетно относятся к выбору материалов и, соответственно, к самой застройке. Мне очень нравится, что у меня есть возможность увидеть, из чего же состоит пол, да, его часть. Так, это у нас, наверное, межквартирный. Я стена. Так. И она, наверное, вот именно тоньше. Так. Ага, Марика, а это получается вот между квартирами, да, стена? Она между квартирами стена? Нет, между комнатами стена, она потоньше, да, получается? То есть то, что мы там внизу видели, двойной порог, это между квартирами, а это между комнатами, да? Нет, одинаково. Одинаково, да? Тут она выглядит для меня почему-то меньше. Нет, она чуть-чуть тоньше, но Да. изоляция, как сейчас, обшивка здесь есть, здесь тоже есть, но тут еще добавится. Окей, понятно. Марика, расскажите, пожалуйста, какая тут будет вентиляция вообще? Как будет? Вентиляция, вот как мы видим на диффузионной установке, это единая, то есть единый канал, который проходит через все здание, а дальше уже ответвления идут к каждому апартаменту. Сплит-система. Сплит-система. Да. Хорошо. Сколько примерно в коммунальной... Сколько здесь будет обслуживание вообще за квадратный метр? Сервисы, так называемые сервисы. Во-первых, это пятизвездочный комплекс, и я бы даже сказала, что сервисы, они жизненно необходимы для того, чтобы поддерживать атмосферу пятизвездочной гостиницы. В сервисы входят видеонаблюдение, пункт охраны, техническая поддержка, обслуживание лифтов, уборка общих пространств, уход за самим зданием, озеленение территории вокруг, служба ресепшена и консьерж-служба. Стоимость сервисов не более $2 за квадратный метр в месяц. Ага, то есть пока неизвестно, сколько будет обслуживание стоить. Не более $2 за квадратный метр. То есть обычно это как бы такая вот возрастающая система, начинается примерно с $1 и дальше уже постепенное повышение. Ага, хорошо. А в Паласе сейчас сколько обслуживание стоит? Тоже $2. $2. Ага. И в Центрополисе тоже, наверное, то же Так самое что будет. точно так же. Такая система абсолютно одинаковая во всех наших комплексах, потому что все комплексы, они как бы премиум сегмента, поэтому нуждаются в этом же самом уходе. Окна бельгийские, это САПа, бельгийский производитель, очень надежный, очень качественный. Сам стеклопакет Саламандра. Понятно. А двери какие будут? И какой компании? Входная группа, это чуть позднее будет известно, но двери они выдерживают, они пожароустойчивые, выдерживают прямой огонь там, до часа времени. Понятно. Вот, допустим, в Паласе какой самый холодный месяц, вот счета за студию
типа... Сложно мне сейчас сказать, потому что это в зависимости именно от времени использования. То есть можно, конечно, включить отопление 24/7, чтобы работа, тогда будет другой счет. Да. А можно там час в день только включать, это будет другой счет. А в среднем какое-то число? Расход тонна воды на физлицо, по-моему, 70 тенге стоит, а киловатт света до 3 лари. Просто да, хотелось бы узнать вот про характеристики этой В среднем системы. это, я так представляю, что в среднем это расход на коммунальные услуги, это примерно $30 в месяц. 30-40. На студию, не да? больше, да. Окей, хорошо. Так, помимо обслуживания и вот по счетчикам, есть какая-то еще дополнительная плата за что-либо? Сервисы и коммунальные платежи, больше Всё, ничего. да. Так, расскажите, пожалуйста, у вас будет управляющая компания? Обязательно. Мы работаем... Вообще Альянс это первая компания, мы были первыми, кто международное управление, это практически в страну привез. Но у нас это выглядело достаточно хаотично, такого вот единого центра управления не было. Мы начали сотрудничать с международными управляющими компаниями, в числе их это швейцарская Sophos Hotels и американская McKinsey Hospitality. Эти компании аффилированы с группой компании Marriott и будут заниматься уже непосредственно управлением завершенных объектов. Сколько плата за управление? Из доходной части только выплачивается часть, 60% это чистый доход владельца, и 40% это часть управляющей компании, из которых выплачиваются все расходы на содержание апартаментов. Это коммунальные платежи, ежедневная уборка, замена расходных материалов и, что очень важно, страховка имущества. Потому что так как апартамент в ежедневной сдаче находится, то не всякое может случиться, поменяться, может быть, испортится техника, повредится мебель, поэтому это все будет заменяться без финансового участия владельца. Хорошо. Так, а есть ли какой-то такой минимальный срок, который обязательно нужно при покупке, а все-таки отдать вам управление, или же владелец может сам распоряжаться как хочет? Так как в первую очередь объекты туристического назначения, то мы имеем обязательства перед налоговой, перед государственным реестром и так далее. Поэтому хотя бы один в год апартаменты должны находиться в управлении. По истечении 1 года из договора управления можно выйти в одностороннем порядке. Хорошо. Есть ли какой-то минимальный гарантированный доход? Гарантированного дохода нету, но средняя доходность для апартаментов студийного типа $10 000. Это уже с учетом вычетом расходной части за апартамент. То есть 40% управляющей компании? Да. Понятно. Так, это относится, как правило, к всем 3 вашим объектам? Ко всем объектам, да. Знаете, на расположение, во-первых, в Батуми очень важно именно расположение. Но настолько уникальное, что мы даже Палас, он сдается, и даже вот в период пандемии отличные результаты показывает, поэтому... Ну, это как раз вот то, что делает локация. Да. То есть первая линия, она всегда работает, она всегда остается ликвидной. А вот, например, если это не сезон, то кто является вашими основными клиентами? На самом деле те же самые абсолютно люди из тех же стран, просто в меньшем количестве. И плюс у нас есть еще и корпоративные договора, например, там с футбольными клубами, со спортивными какими-то организациями, которые уже договор заключают на длительные аренды. Хочу пару слов еще про Альянс сказать. В общем, их 3 проекта, и в каждом проекте есть какой-то свой особый плюс. У первого, у Паласа, то, что он уже готовый, что уже можно сразу начинать зарабатывать деньги с него. У Privilege, локация, огонь. У меня видеомонтажер в прошлых моих видео про путешествия не включил этот момент, но когда я вот шла первый раз, одно из первых раз по Батуми, увидела вот Альянс Privilege, вживую, это было примерно так. О боже, что это? Это тоже была любовь с первого взгляда, просто само здание, да, есть у меня такое. У последнего Центрополиса, конечно, сильный очень момент, это то, что развитая инфраструктура, вот этот World Trade Center, это очень хорошая идея, на мой взгляд, потому что казино много где есть, и они привлекательны для арабов, турков и израильтян.
стран, где это запрещено. Вот эта вот фишечка World Trade Center, она, конечно, классная. И вот на камеру не попала, Марика мне сказала, что приблизительно где-то 2-3 мероприятия в месяц оно будет. Я спросила, насколько они масштабные. Она мне не ответила на этот вопрос, в зависимости от мероприятия, конечно. Но я погуглю, я посмотрю, на самом деле, что из себя это представляет, потому что я еще не была нигде, где бы это было. Из уже построенных зданий, ну, вы знаете мою любовь, а вот из строящихся очень вероятно, что это вот Альянс Privilege будет. Когда его достроят, я, конечно, его увижу, и когда внутри побывать, когда он в достроенном виде, это, конечно, много класснее. Но могу сказать, что он практически весь распродан, там из студий небольших, ну, относительно небольших, потому что там начиналось, по-моему, от 28 квадратов, когда еще были такие студии, сейчас остались 35 и, по-моему, 39. Осталось только 2 варианта, по сути. Есть студии там побольше, мне кажется, даже самая большая студия была 50 квадратов, чему я как бы очень удивилась. Но для инвестиций, чем меньше площадь, тем меньше затраты на квадратный метр, тем выгоднее ваша инвестиция. Поэтому я рассматривала только самые маленькие, я рассматриваю вообще во всех объектах самые маленькие или по цене привлекательные варианты в каждом из объектов. Вот Privilege вы видели, в Паласе тоже видели. Квартира уже полностью готова, полностью укомплектована. Я могу ошибаться, но, по-моему, 72 на 1000 стоит. По-моему, я перепроверю, тут, видимо, Шарла пишет. Вот. Ладненько, сегодня у меня насыщенный день, сегодня я еще буду смотреть некоторые объекты. Вот, если у вас есть вопросы по Альянсу, может быть, какие-то моменты я упустила, и вы желаете их узнать, обращайтесь, отвечу. Все, всем хороших инвестиций. Буду рада вас видеть опять у меня на канале.